Краткое содержание 67-й серии. Опять Павел баловался, а мир сводил все чин-чинарем. И по итогу получился прекрасный выпуск. Good morning, Vietnam! Не, это из другого фильма. Всем салют! Студийные новости в эфире. И вот что мы насобирали за эту неделю. Полетели. Solid State Logic выпустила SSL-18, флагманский рэковый интерфейс. Устройство предназначено для крупных студий звукозаписи, позволяя работать с 26 входами и 28 выходами. Рэковый интерфейс оснащается 8 независимыми микрофонами-предусилителями собственной секции метринга, высокочастотным пропускным фильтром и функцией 4К. Последняя, как и в случае с компактными моделями компании, изменяет звучание сигнала, имитируя работу предусилителей консоли SSL 4000, приводя к бусту высоких частот и добавлению дополнительной сатурации к сигналу. Модель оснащается отдельным микрофонным входом для использования функции TalkBack, имеет два независимых выхода на наушники и функцию ALT для работы со второй парой студийных мониторов. На задней панели интерфейса располагаются 10 выходов на разъемы ТРС 6,3 мм, два из которых можно использовать в качестве инсертов или послов. Таким образом, сигнал, поступающий на карту, можно обрабатывать внешними процессорами. Интерфейс также может быть интегрирован с MIDI-устройствами за счет разъемов MIDI I/O на коннекторах ТРС 3,5 мм. Для расширения возможностей карты предусмотрены две пары цифровых разъемов ADAT I/O, поддерживающих работу с 8 дополнительными каналами с частотой дискретизации до 96 кГц. Увеличить количество входов можно также с помощью разъемов SPDIF и ARCA Word Clock. SSL-18 записывает сигнал с частотой дискретизации до 192 кГц и разрядностью до 32 бит. Микрофоны и предусилители модели обладают запасом усиления плюс 67 дБ. Это, кстати, 67-й выпуск, и вот они здесь, эти цифры. Хо-хо-хо, я вижу знаки! Для записи гитары и инструментов модель оснащается двумя Hi-Z входами с максимальным выходным уровнем плюс 15 дБ инструментальный и плюс 24 дБ линейный. На микрофонных и линейных входах также доступны высокочастотный пропускной фильтр, фантомное питание и инверсия полярности сигнала. Отдельное внимание производитель уделил выходам на наушники, работающим в одном из трех режимах: стандарт, High Sensitivity и High Impedance. SSL-18 уже поступил в продажу. Рекомендуемая стоимость интерфейса $1099. Audient представила ID48, флагманскую модель линейки аудиоинтерфейсов компании. Устройство предлагает конфигурацию каналов 24×32, подключение через разъем USB-C и 8 микрофонных предусилителей Audient. Аудиоинтерфейс оснащается 8 микрофонами-предусилителями Audient, также использующимися в консолях Audient ASP8024HE. Для каждого преампа доступны независимое управление усилением, громкостью и другими параметрами. Пользователи могут добавить до 16 дополнительных предусилителей через разъемы SPDIF, ADAT или SMAX. Фронтальная панель звуковой карты отличается минимализмом. Вместо ярких дисплеев переднюю часть устройства занимают только небольшие лид-индикаторы, регуляторы и входы. Информация на главных лид-индикаторах настраивается в приложении Audient ID Mixture. Пользователи могут самостоятельно определить состояние, какого сигнала будет отображаться в области. В приложении также осуществляется маршрутизация сигнала. Помимо 8 комбинированных микрофонных инструментальных линейных входов, карта также оснащается двумя дополнительными инструментальными входами со схемой на JFET транзисторах. Входы предназначены для записи электрогитары и другого оборудования. Подключить MIDI-устройство напрямую к интерфейсу не выйдет. ID48, как и другие устройства Audient, лишена отдельных MIDI-разъемов. Парам-парам-пам. Пум! Область выходов предлагает два независимых выхода на наушники с собственным управлением громкостью, совместимые с устройствами вплоть до 600 Ом. Звуковую карту можно использовать с большинством студийных наушников без дополнительных предусилителей. Интерфейс также получил две пары выходов на мониторы, оптические и цифровые разъемы, а также коннекторы D-Sub для работы с патчбэями, сторонними микшерами, процессорами эффектов и прочим оборудованием. Звуковая карта записывает сигнал с частотой дискретизации до 96 кГц и разрядностью до 24 бит. Audient ID48 поступит в продажу весной 2025 года по цене в $770.
NIF показала настольный двухканальный VCA-компрессор 88C. Модель использует динамическую секцию от студийной цепочки эффектов NIF 88R. Компания заявляет, что компактный компрессор подойдет для обработки вокала и гитар, а также сжатия мастер-шин и посылов. Модель предлагает два параллельных канала, способных работать в связанном стереорежиме или режиме сдвоенного моно. 88C построен вокруг управляемых напряжением VCA усилителей. Устройство оснащается функцией Adaptive Attack с режимом быстрой атаки, фокусирующейся на транзиентах. А технология Automatic Anti-Breath Technology компенсирует неожиданные провалы по уровню сигнала. Модель предлагает соотношение компрессии 1 к 1 до лимитирования. Компрессор оснащен функциями автоматического подбора параметров, затухания сигнала и сайдчейн фильтрации. Для подключения к компьютеру имеется разъем USB-C. Помимо этого, устройство можно подключить к внешнему источнику питания, внедрив его в цепочку эффектов более стандартным способом — через подключение аудиокабелем. 88C поступит в продажу в феврале 2025 года. Рекомендуемая стоимость устройства составит 1249 евро. Компания Waze объявила о выпуске SyncVX. Плагин упрощает синхронизацию нескольких вокальных партий, а также работает с высотой тона. SyncVX позволяет управлять всеми вокальными аранжировками на одном дисплее для максимального контроля, назначать несколько опорных дорожек, а также творчески подходить к транспозиции и манипулированию форматами. И все это не выходя из плагина. SyncVX сейчас доступен отдельно по цене в $130 или как часть подписки Waves Ultimate. Грубо говоря, аналог Vocaloid от SynchroArts, только Vocaloid стоит $350. Antelope Audio выпускает устройство, основанное на известной модели CL1B. A4-1B обладает комбинацией оптического компрессора с ламповой звуковой схемой для обеспечения плавной музыкальной компрессии, которая проявит себя наиболее эффективно с такими элементами, как бас-гитара и вокал, а также с такими жанрами, как поп-музыка и R&B. Девайс оснащается высококачественными лампами, трансформаторами UK и блоком питания с адаптацией напряжения. В комплекте идет специальное приложение для цифрового управления автоматизацией выбора или сравнения пресетов A/B прямо в DAW. Интерфейс плагина позволяет задействовать уникальный функционал, включающий фильтры, High-Low Band, Sidechain и De-Essing. Компрессор легко интегрируется в полностью цифровые, аналоговые или гибридные студийные установки. Цена на данную новинку составит $3000. Воу. А на этом у нас все новости на сегодня. И если вам требуется сведение, мастеринг, музыка на заказ, обращайтесь, ответим на все интересующие вас вопросы. Будьте в курсе и до новых встреч!